2006 год. Наследие доктора Стивена Филиппа Типальдеса. В заключении первой части презентации моего исследования охарактеризую общую картину вокруг модели фасциальных дисторсий, которая, судя по собранным мной свидетельствам, имела место на момент внезапного и скоропостижного ухода из жизни ее автора и непререкаемого лидера ФДМ-сообщества доктора Стивена Типальдеса. В 2006 году его ФДМ-наследие составляли его опубликованные и неопубликованные печатные работы, ни одной оформленной соответствующим научным стандартам образом, подборки собранных им материалов, ноутбук, видеозаписи его лекций и практики, тысячи врачей и остеопатов в Америке и Европе и порядка 20 остеопатов в Японии, плюс 2 специалиста, вероятно, дзюдо-терапевты, которые посетили семинары и мастер-классы доктора Типальдеса, а также еще несколько сотен специалистов, посетивших семинары по ФДМ Кески Танака ФДМО в Японии с 2001 года и доктора Георга Харрера в Европе 2003 года. Из этих тысяч несколько сотен специалистов Америки и Европы и 2 из Японии посетили семинары доктора Типальдеса 2-го уровня. Порядка 20 из них в разное время признавались доктором Типальдесом co-member, они же сертифицированные ортопаты, они же ФДМО, ФДМ-остеопаты, квалифицированные ФДМ-специалисты. Из них, в свою очередь, минимум 6 или 7, если считать доктора, которого мне не удалось идентифицировать на фото с семинара в Мэне 2003 года, прошли стажировку в офисе доктора Типальдеса. 2 из последних, доктор Георг Харрер и Кески Танака ФДМО, были сертифицированы доктором Типальдесом проводить семинар по ФДМ 1-го уровня. К 2006 году оба уже имели опыт и налаженную инфраструктуру преподавания. Каждый в своем регионе имел репутацию и устоявшиеся контакты с образовательными учреждениями и последователей, а также налаженные контакты с остеопатической ассоциацией США, доктором Филиппом Шетлом, возглавляющим в то время эту организацию. Важным источником информации о ФДМ была и остается помощница, ассистент и доверенное лицо доктора Типальдеса, ФДМ-физиотерапевт Мач Кастен, через руки которой прошли все тексты авторства доктора Типальдеса, которая вела фото- и видеосъемку его выступлений и терапевтических сессий, а также присутствовала на его семинарах и выступлениях в качестве технического ассистента и прочее. Зарегистрированные в Японии товарные знаки FDM, Facial Distortion Model Orthopathy, и образовательная организация и издательство JOP, Japan Orthopedic Publications, издательство Типальдес Publishing Co. в Соединенных Штатах, веб-сайт доктора Типальдеса Orthopathic.com, исследование эффективности ФДМ-лечения болезненного ограничения отведения плеча, проведенное Кристофером Росми под патронажем доктора Типальдеса в 2004 году, и конкуренты-плагиаторы. При этом подробная оригинальная история формирования концепции фасциальных дисторсий и модели фасциальных дисторсий в целом, похоже, осталась никому неизвестной. Патоанатомические, патофизиологические аспекты фасциальных дисторсий, на которых они основываются, оставались предположительными. Юридические права на разработки и наработки доктора Типальдеса перешли к его детям, получившим образование в областях, не связанных с медициной, никогда не практиковавших модель фасциальных дисторсий, но хорошо знакомых с ближайшим кругом отца. От доктора Георга Харрера и Кески Танака ФДМО известно, что, приезжая в Мэн на стажировку к доктору Типальдесу, они были гостями в его доме. В письме 2011 года Александра Типальдеса, сына доктора Типальдеса, Кристофу Росми и Торстену Фишеру, опубликованным им на сайте triggerband.com в том же году, Алекс пишет, что считал Кристофа своим другом. То, что все были знакомы с Мач Кастен, это очевидно. Теперь раскрою каждый пункт из вышеприведенного списка немного подробнее. В опубликованных работах доктора Типальдеса и материалах его авторства из его личного архива
опубликованных его семьей и учениками, теоретические и практические аспекты ФДМ описаны подробнейшим, фактически исчерпывающим образом. Но если каждое последующее учебно-методическое пособие доктора Типальдеса – это дополненная и исправленная версия предыдущего, то каждая из его отдельных статей содержит уникальные сведения, поясняющие анатомические и диагностические нюансы фасциальных дисторсий. Видеозаписи лекций и клинических разборов, терапевтических сессий, проводимых доктором Типальдесом, десятки часов, бесценно дополняют и иллюстрируют информацию, содержащуюся в его печатном наследии. Согласно совокупным данным этих источников, ФДМ – это концепция, согласно которой любой дискомфорт в теле, проявляющийся неприятными ощущениями или болью или ограничением объема движений, является проявлением одной или нескольких из 6 типов патологических изменений, дисторсий участков фасции соединительной ткани. Согласно ФДМ, исправление некоторых фасциальных дисторсий возможно медикаментозно или хирургически. Для лечения фасциальных дисторсий, не требующих этиотропной фармакотерапии или облигатного хирургического лечения, доктор Типальдес разработал комплекс мануальных приемов и терапевтических техник с использованием дополнительных средств, каждый из которых ориентирован строго на определенный тип и даже в определенных случаях на определенный подтип фасциальных дисторсий. Доктор Типальдес определил этот раздел модели фасциальных дисторсий как ТМТ – Типальдес Manual Therapy. Доктор Типальдес неоднократно подчеркивал, что ФДМ не сводится к ТМТ, а представляет собой альтернативный взгляд на анатомию и патологию. При этом Типальдес Manual Therapy основывается и обосновывается моделью фасциальных дисторсий. Таким образом, эта методика абсолютно самодостаточна, так как любое другое лечение направлено не на коррекцию фасциальных дисторсий, а на снижение их проявлений, таких как боль, отек, нарушение функций и другие. Концепция ФДМ и разработанный доктором Типальдесом терапевтический подход обосновывались автором очевидными и воспроизводимыми результатами лечения широкого спектра заболеваний и состояний. На всех своих выступлениях доктор Типальдес демонстрировал свой метод лечения и его результаты на приглашенных слушателями пациентах или прямо на желающих из зала. А на своем сайте и в своих УМП он публиковал подробные клинические разборы пациентов с разными заболеваниями. Сведениями из работ анатомов и физиологов XIX-XX веков, их имена и работы упоминаются в сборнике, сформированном доктором Типальдесом в 1994, сегодня известным как «Ноутбук», и более скромно в более поздних изданиях. Анатомическими исследованиями, инициированными доктором Типальдесом, сведения о них в общих чертах сообщает доктор остеопатии Эли Хрикевич в статье, включенной доктором Типальдесом в сборник 1994 года, известного сегодня как «Ноутбук». Имена некоторых участников, задействованных в секционном проекте доктора Типальдеса, называются и им самим в разделе «Благодарность учебно-методического пособия» 1997 года и доктором остеопатии Эли Хрикевич в ее вышеупомянутой статье. Вполне вероятно, что в архиве анатомического отделения Университета Северного Техаса University of North Texas Health Science Center, Texas College of Osteopathic Medicine, на базе которого эти исследования проводились в 1993-1994 годах, сохранилась более подробная информация о их методологии и результатах. В 2004 году Кристоф Росми под руководством доктора Типальдеса провел исследовательскую работу «Эффективность лечения болезненного ограничения отведения плеча по модели фасциальных дисторсий». Это сравнительное исследование, в котором 36 пациентов с вышеобозначенной проблемой были рандомно разделены на две группы. Входившие в одну группу получали лечение по методу Типальдеса, а в другую – остеопатическое лечение, в частности, техникой Спенсера. Результаты лечения оценивались путем сравнения амплитуды движений
заинтересованном регионе на момент обращения и после двухнедельного курса терапии. Исследование продемонстрировало значительно лучшие результаты в группе, получавшей лечение по модели фасциальных дисторсий. Это исследование было представлено Кристофером Россми на Аляске в 2005 году, замечено и отмечено президентом Американской остеопатической ассоциации Филиппом Шетлом. А вот данных о результатах проведенных или инициированных доктором Типальдесом инструментальных исследований фасциальных дисторсий, которые он время от времени анонсировал в своих публикациях, мне не удалось обнаружить вообще никаких. Несмотря на слабость научной доказательной базы, нет ни малейших сомнений, что доктор Типальдес всегда рассматривал и презентовал модель фасциальных дисторсий исключительно в рамках научно-медицинского контекста и относил ее исключительно к компетенции докторов остеопатии, получивших фундаментальное образование, и врачей. Роль физиотерапевтов в ФДМ-терапии была им абсолютно четко определена и прописана в отдельном разделе учебно-методического пособия 2002 года. Несмотря на широкую информированность о ФДМ, при жизни доктора Типальдеса она не получила широкого распространения, хотя остеопаты и проявляли к ней интерес. Причины этого всегда и всем были понятны. О них писалось, о них говорилось, они обсуждались. Во-первых, боль. И доктор в большом пальце, и пациент в месте воздействия большого пальца доктора в процессе лечения наиболее распространенных фасциальных дисторсий испытывают острую боль. Во-вторых, юридические моменты. В любой спорной ситуации оказания помощи пациенту определяющим является соблюдение протокола лечения. В нашей переписке Мач рассказала мне, что доктор Марк Чернецкий, врач из Орегона, который более 5 лет был преданным учеником доктора Типальдеса и активно практиковал ФДМ-лечение, который был представлен на сайте доктора Типальдеса как президент Американской ФДМ-ассоциации, который работал над созданием большого медицинского центра, ориентированного на лечение спортсменов методом Типальдеса в Орегоне и прочее, был лишен лицензии. Мач не уточнила, что именно послужило причиной этому, но если принять во внимание, что доктор Чернецкий преимущественно работал по методу Типальдеса, самой очевидной причиной кажется именно несоблюдение им протокола лечения, хотя Мач прямо об этом не сказал. Несмотря на все эти сложности, доктор Типальдес на регулярной основе сотрудничал с остеопатическими ассоциациями и образовательными и лечебными организациями Америки с 1992 года и Европы с 1997 года. С 2003 года. В Европе его представлял доктор Георг Харрер. С 2001 в Японии с одобрения доктора Типальдеса ФДМ преподавал Кески Танака. Программа обучения, разработанная доктором Типальдесом в 2006 году, включала трехдневный семинар первого уровня, представление слушателям концепции модели фасциальных дисторсий, 6 фасциальных дисторсий, принципов и техник их исправления. Трехдневные семинары второго уровня, Advance, разбор клинических случаев лечения местных пациентов, приглашенных врачами, участниками семинара, разбор ФДМ-лечения конкретных ортопедических, неврологических и общетерапевтических внутренних заболеваний, презентация новых вариаций терапевтических приемов, исправление фолдинг и цилиндрических дисторсий и тектонических фиксаций. Третий этап – стажировка в офисе доктора Типальдеса. В учебно-методическом пособии 1999 года в послесловии доктор Типальдес заявляет, что зарегистрированным ортопатом, вероятно и комембо, им признается доктор медицины или остеопатии, сдавший ему двухступенчатый устный и письменный экзамен и представивший академически оформленную работу, связанную с моделью фасциальных дисторсий. Как я уже говорил, таких специалистов, судя по найденным мной сведениям, было всего порядка 20 человек, примерно половина из которых с 2002 года доктором Типальдесом более не упоминались. Нет сведений, что доктор Типальдес считал такой формат обучения ФДМ оптимальным. В издании УМП 1997 года он пишет, что надеется, что когда-нибудь по ФДМ будет резидентура.
Я не знаю, в каком официальном статусе доктор Типальдес проводил свои семинары в США и за ее пределами, но я знаю, что его издательство Orthopedic Global Health Publications было фактически номинальным. Все свои учебно-методические пособия он печатал за свой счет и распространял их в основном на своих семинарах и выступлениях. А вот Кеске Танака ФДМО с одобрения доктора Типальдеса в 2002 году зарегистрировал товарные знаки FDM Facial Distortion Model Orthopedy и Годом позже образовательную организацию и издательство JOP Japan Orthopedic Publications, прежде всего, чтобы закрепить право собственности и получить юридическую защиту от плагиата. Обращу ваше внимание, что его права были и остаются ограничены регионом. Ни в Америке, ни в Европе подобные меры при жизни доктора Типальдеса предприняты не были. И я точно знаю, что в США, но имею основания полагать, что и в Европе, вариации Типальдес Manual Therapy развивались или загибались параллельно с развитием ФДМ, порождаемые как учениками-отступниками доктора Типальдеса, так и лицами, никогда не взаимодействовавшими с ним, на основании информации из его учебно-методических пособий, попавших в свободную продажу. Следующая часть моего исследования посвящена тому, как наследники и последователи доктора Типальдеса распорядились его наследием, находится в стадии разработки и будет представлена здесь позже. Так что у вас есть время в комфортном темпе внимательно пересмотреть уже опубликованные материалы в хронологическом порядке. Если у вас есть или появятся вопросы, комментарии, предложения, пожалуйста, пишите.